Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Дальнобойщики», где я вам показываю различные масштабные копии американских сидельных тягачей от производителя XO Models. Сегодня мы рассмотрим относительно свежую новинку, которая появилась в продаже под конец 2021 года. Это бескапотный сидельный тягач White Freightliner 1976 года. Масштабная копия очень интересная, необычная, и до XO Models такой автомобиль промышленным способом в 43-м масштабе больше никто не выпускал. И по большому счету это перепаковка и перекраска того автомобиля, который выходил в рамках французской и испанской журнальной серии. Там грузовичок продавался в наборе с полуприцепом контейнеровозом. Грузовик был окрашен в ярко-оранжевый цвет, но мне нету смысла покупать журнальную серию, потому что я не живу ни во Франции, ни в Испании. Эти модели встречаются на аукционах, но на них очень завышена цена. Порой эти модели продают по 100 евро плюс доставка. Изделия XO Models в Европе продаются за 25-30 евро. Если это набор с полуприцепом, то цена на модель от XO может достигать 60 евро. И пока что такой сидельный тягач у XO только в одной схеме окраски, но я более чем уверен, что через некоторое время выйдут и другие перекрасы. Также, возможно, этот сидельный тягач появится в наборе с полуприцепом. Тогда можно будет рассмотреть его к приобретению. И у меня в коллекции на сегодняшний день довольно много грузовиков от XO Models, и не хватает только двух масштабных копий, но я жду, когда они выйдут в других схемах окраски, и один грузовик я хочу приобрести вместе с полуприцепом. Это как раз машина «Киногерой» из фильма «Дуэль». Если посмотреть на журнальные аналоги, то это тот случай, когда по схеме окраски автомобили более интересны, чем в регулярной серии XO. Также мы можем сравнить эту технику с советским сидельным тягачом марки МАЗ от нашего автопрома и прикинуть один полуприцеп контейнеровоз, который выпускал Автоистория. И данная масштабная копия поставляется в довольно крупном дисплей-кейсе, и в точно такие же коробочки упаковывали более крупные капотные и бескапотные трехосные сидельные тягачи. Картонная коробка выполнена в черном цвете с оранжевой полоской. На нижней стороне упаковки вы можете ознакомиться с различной информацией, которая касается данного производителя. Эти модели изготовлены в Бангладеше. Присутствует наклейка с артикулом, по которому можно найти модель в интернете, и указан прототип Freightliner Co. 1976 года. И в плане окраски эта машина вполне соответствует настоящему прототипу. И посмотрел в интернете, встречаются грузовики серого цвета с таким же орнаментом, только не нашел двухосника, а видел трехосный сидельный тягач с более крупной кабиной. Также с моделью поставляется фиксационный блистер, который предотвращает поломку хрупких деталей при пересылке. И модель крепится к черной подставке при помощи двух винтов под крестовую отвертку. И по покраске и качеству сборки у меня нету нареканий. Все детали более-менее аккуратно установлены в свои посадочные места. Отсутствуют видимые пятнышки клея, но есть замечания к детализации этого грузовичка. И если посмотреть на все американские траки от XO Models, то нету одинакового уровня детализации. В чем-то каждая модель может выигрывать, в чем-то она сделана проще, чем предыдущий аналог. Кабина металлическая, как и рама, детали сделаны из пластика, вполне хорошие хромированные колесные диски, покрышки с нормальным протектором, но отсутствует боковая маркировка. И я думаю, можно подобрать какую-то резину от Maestro Models. У них есть покрышка Continental, правда она более современная, и один из вариантов это резина для КамАЗ ИЗИЛ с протектором типа волна. У нее нету обозначений на боковинах, и она, я думаю, подойдет по временному отрезку к этому сидельному тягачу. Тоже можно будет
требует сделать небольшую доработку. Вполне хорошая решетка радиатора, отлично читается надпись White Freightliner, фары с рассеивателями, но вид портят черные точки, и это уровень журнальной серии. Сейчас на более премиальных брендах фары делают намного качественней. Также установили регистрационный номерной знак штата Калифорния, стеклоочистители из фототравления, хорошо детализирован интерьер, правда задняя стенка кабины из голого металла, и можно сделать какую-то доработку, например, покрасить стенку другим цветом или сделать имитацию обшивки. Рулевое колесо черного цвета, также хромированные зеркала, есть небольшие прожектора с двух сторон, поручни, очень симпатичные надписи на боковинах, также есть подножки, хотя снизу эти элементы установлены не очень аккуратно. И сзади присутствуют две вертикальные выхлопные трубы. Еще один момент, который мне не очень понятен. На задней стенке установили два окошка, но их закрывает выхлопная система. Нужно было или трубы располагать ближе друг к другу, или окошки делать в других местах, потому что какой смысл от этих элементов, если сквозь них все равно ничего не видно. Также присутствует место для установки перекидок. И еще один момент, который мне не очень нравится, это крепежная штанга, которая закрывает часть двигателя, и у настоящего грузовика этой детали не было. И уже неоднократно говорил, у Иксо не очень продумано крепление кабины. Винтик на самом видном месте, и я думаю, эти элементы можно было располагать где-то с нижней части, чтобы они не бросались в глаза. Также дверные ручки здесь просто обозначены краской. Это одна деталь вместе с кабиной грузовика. Поворотнички нарисовали оранжевой краской и вполне симпатичный орнамент. Задние фонари просто тоже нарисовали красной краской, как и надпись на брызговиках. Сцепное устройство рабочее, правда, довольно большое отверстие. И у Иксо шток на полуприцепе Г-образной формы как раз под это седло. И присутствует площадка из фототравления. На некоторых траках этот элемент сделан из пластика, на некоторых более ажурно из фототравления. И давайте открутим грузовичок от подставки, посмотрим, как у него сделана нижняя часть. И модели часто сильно притягиваются к подиуму, и открутить их с первого раза не представляется возможным. Я уже ослаблял крепежные винты и использую обычную плоскую отверточку, потому что здесь тоже сорваны грани на винтиках. Не знаю, зачем так затягивают винты. Скорее всего, на автомате не выставлен момент затяжки, поэтому их просто перетягивают. Ну так детализирована нижняя часть. Вполне хорошая задняя балка. Также есть карданный вал, что-то похожее на двигатель, топливные баки. И, конечно, вид топливного бака портит очень некрасивый шов на самом видном месте. И уже говорил, подобные детали лучше делать цельными, как изготавливает NeoScale Models. И тогда у вас будет отсутствовать стык, и бак будет смотреться более правдоподобно. Давайте уберем подиум и покажу вам для сравнения советский сидельный тягач марки МАЗ. У него чуть больше кабина, и по габаритным размерам МАЗ чуть-чуть длиннее, но кабина ниже. И я думаю, грузоподъемность у этих машин примерно одинаковая. И могу вам показать, как Freightliner будет смотреться с полуприцепом для перевозки контейнеров. Конечно, этот полуприцеп уже более современный, и, скорее всего, подобная сцепка никогда в реальной жизни не существовала, но, тем не менее, за неимением американского прицепного состава вы можете использовать прицепы от Автоистории. И можно поставить два контейнера. Они как раз
без опознавательных знаков и по цвету подходят под кабину грузовика. Единственное, сцепное устройство на полуприцепе расположено ближе к задней тележке. Если его устанавливать на седло грузовика, то полуприцеп не будет поворачивать. А так нужно будет переделывать или седло, или сцепное устройство на полуприцепе. Или вариант оставить сцепку в таком виде. Тоже можете в комментариях написать, как вам такой прицепной состав и можно ли его использовать с американским сидельным тягачом. И могу вам показать предыдущий White Freightliner, который я покупал раньше. Машина с кабиной синего цвета. И на сегодняшний день у Иксо вышло несколько перекрасов этого сидельного тягача. Более современная версия 93-го года, у нее отличается оформление передней части. Также по-другому сделана светотехника. Сейчас я поставлю рядышком новинку. Но почему-то на синем варианте стеклоочистители сделали из пластика, а на сером они уже из фототравления. О чем я и говорю. Некоторые узлы на более ранних моделях сделаны изящно, а некоторые с упрощениями. Тоже присутствует площадка из фототравления, и у грузовиков от Иксо Models не самое лучшее качество хрома. И если присматриваться, то на хромированных деталях вы увидите очень много царапин, потертостей. Сложно сказать, с чем это связано. Возможно, после хромирования детали как-то пытаются полировать, и тем самым их царапают, возможно, что-то еще. И, кстати, у этого грузовика облицовка окрашена серебристой краской. У серой масштабной копии она в хроме. Козырьки похожи по дизайну. У синей машины он более крупный. Тоже на крыше установлены габаритные огни и два клаксона. И эти грузовички отлично смотрятся рядышком, стоя на полке. Но двухосник, как вы видите, намного короче. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о этой новинке от Иксо Models. Хотите ли вы увидеть обзоры на другие новинки, которые заявлены у этого бренда? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, если вы не нажали на него раньше, и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я не демонстрирую на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.